Похоже, настал тот день, когда нам придется попрощаться с нашим любимым ютубчиком. В России запустили новый аналог ютуба – платформу, которая должна стать полноценной заменой ютубу. Как раз после этого у части пользователей из России начались серьезные проблемы с просмотром и загрузкой контента на ютубе. У некоторых пользователей перестали отображаться аватарки и обложки видео, а загрузка обычного HD-видео небольшого размера стала занимать аж 5-6 часов. Масло в огонь подливали высказывания депутатов о необходимости как можно скорее запретить YouTube, а также многочисленные новости о скорейшей блокировке YouTube. Так что же это за убийца YouTube такой? И стоит ли нам вообще ожидать полную блокировку? Давайте разбираться. Знакомьтесь, это платформа. Да-да, это название такое. Платформа. Создатели утверждают, что она полностью заменит YouTube. Логично, ведь это он и есть. Интерфейс здесь абсолютно такой же. С YouTube слизано абсолютно все. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Все вообще одинаково. Это вообще все одинаково. Вот просто зайдем. Просто вы заходите сюда в творческую студию. Точно такая же студия, как вот в вашем, вашей творческой студии в YouTube. Видеохостинг разработан компанией AirTeam, которая принадлежит пропагандистскому каналу Russia Today. Думаю, уже стало понятно, какой контент здесь будет продвигаться. Нам заявляют, что здесь есть мощнейшие алгоритмы и замечательная система рекомендаций. Но на самом же деле все весьма плачевно. Достаточно просто зайти на сайт и в этом убедиться. Давайте так, а что здесь в тренде? Сколько просмотров здесь в тренде? 2000 просмотров в тренде 7 дней назад. Первое видео. Нарезка со стрима. 4 секунды всего лишь, 3000 просмотров, 1000 просмотров, 11 дней. Это вкладка в тренде, если что. Василий Викторович Пякин. Ну, конечно, политика, 1000 просмотров. Тут даже у медийных людей, ну, тут даже наверняка, если Соболев, тут вот, если Соболева найдем или Соловьева, то у них тут наверняка всего по 1000 подписчиков будет. Цыпцо, бабка в чат рулетки, 200, 300. И причем очень-очень-очень мало просмотров. Шаман почему-то на фоне украинского флага. Что? Почему? Тут у них очень мало просмотров как-то вообще. И самое, что интересно, тут все меньше и меньше просмотров. И реально сайт вот... очень легко долистать до конца практически. Раньше, когда я вот первый раз только когда заходил, там вообще, по-моему, контента было так мало, что даже листать как бы не приходилось. То есть получается, что уже спустя месяц после запуска вашей платформы на сайте до сих пор очень мало контента, а самые популярные видео на вкладке в тренде едва ли набирают по несколько тысяч просмотров, и сайт легко долистать до конца буквально за пару минут. О какой системе рекомендаций можно говорить с таким-то количеством контента? И, к слову, YouTube понадобились долгие годы, чтобы сделать привычную нам и удобную систему рекомендаций и алгоритмы, такая вот, как она есть сейчас. А у вас вот все вот уже сразу на старте есть. Ага, верю. Но, конечно, по сравнению с тем же Рутубом или ВКонтакте, платформа выглядит хотя бы более-менее нормально. Отдельно мне понравилась функция переноса контента с Ютуба или ВК-видео, чего у других аналогов попросту нету. Но все же я уверен на 100%, что массово переходить люди на этот сервис не будут. Политических блогеров здесь, может быть, и будет удобно смотреть, но зачем сюда переходить обычным блогерам, никак не связанным с политикой?
Ведь даже после отключения монетизации блогеры на YouTube чувствуют себя весьма комфортно. У них есть реклама за счет прямых рекламодателей. И самое главное, на YouTube у них уже есть своя аудитория. И какой смысл им переходить на какой-то новый ноунейм видеосервис, который ничего, по сути, не может дать? Такая платформа может стать популярной только в случае полной блокировки YouTube. И вот, кстати, забанят ли YouTube в России? Мы все последние несколько лет только и слышим это словосочетание, и это уже успело изрядно так поднадоесть. Честно говоря, и сам уже в это не особо верю. Хотя предпосылки для этого теперь вроде как уже есть. Один депутат ранее заявлял, что YouTube не будет заблокирован, по крайней мере, до тех пор, пока не будет разработан нормальный аналог. А Рутуб и ВК-видео правительство таковыми не считает. Позже у некоторых пользователей из России начались серьезные проблемы с доступом к YouTube, которые могли быть связаны с износом оборудования Google и невозможностью обновлять российские сервера в условиях санкций. Но позже депутат Горелкин заявил, что началось плановое замедление YouTube. Еще чуть позже источник газеты РУ сообщил, что в сентябре YouTube будет полностью заблокирован. Конечно, потом эту информацию так тихонечко опровергли, но прецедентик все же уже есть. YouTube это просто огромное хранилище полезной информации, просто кладезь знаний, которые собирались годами. Заменить чем-то сейчас это невозможно, а для кого-то YouTube это еще и любимое дело и возможность общаться с людьми, заводить новых друзей. Надеюсь, что наши законотворцы все же понимают, каких проблем они создадут своей блокировкой, в том числе себе. Большой вопрос, как после блокировки будут работать Android-телефоны. Что будет с терминалами для оплаты, которые работают тоже на базе Android. Блокировка YouTube может привести к ухудшению или вовсе поломке других жизненно важных сервисов Google. Например, того же Play Market или офисных сервисов, которыми пользуются многие российские компании. Такое положение может привести просто к коллапсу. Но даже если все же и заблокируют YouTube, то никто с него не побежит, как было с Инстаграмом, про который все забыли уже после того, как его запретили. Уж слишком YouTube жизненно важная и полюбившаяся всем платформа. Будем сидеть с VPN. Забавно, что в теории это должно даже как-то увеличить доход русскоязычных авторов, так как у них появится встроенная реклама от YouTube. Вот как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете о запрете YouTube в России и о его новом аналоге – платформе. Ну и, конечно же, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.